Внутри корпуса встроена система жидкостного охлаждения, а в ПО – технология оптимизации вычислительных ресурсов Multiturbo 3.5. Иные опции для геймеров включают приложение технологии GameSpace версии 3.4, High Frame Rate Game Zone и 4D Game Shock 2.0. Да, это 4D Vibra. Если вы играли на телефонах концерна BBK среднего ценового сегмента, вы поймете, от чего я купил этот телефон с нереально сложным названием Vivo IQ OOZ1X. После его распаковки и быстрого обзора я также быстро сравню его для вас с Poco X3 NFC, обзор на который был у меня на канале, и посмотреть вы можете его по ссылке в правом верхнем углу. Ну а все пруфы с их сравнительными тестами я проводил на стриме, он также сохранен на канале для стримов. Телефон Vivo понравился мне съемкой, нереальной плавностью во время игрового процесса и дизайном, начиная с верхнего бортика и заканчивая в меру острыми гранями. Да и в целом ощущение от его использования было у меня как от флагмана. Tube 807, всем привет, меня зовут Саня, и я приветствую вас на моем канале Польза.нет. Я постоянно разыгрываю море девайсов, все условия всегда в описании к видео, но стабильно в розыгрыше ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео 5 Mi Band в 5 серии. А сегодня я расскажу вам о телефоне Vivo IQ OOZ1X. И это однозначно не призыв его покупать, но знать о вивовских гаджетах для Китая прямо обязательно. Если вы геймер, по мне они идеальное решение. Опять же, не при покупке в русском ритейле. Начнем с коробки. Все очень стильно, с хитрецой. Открывается прикольно. Внутри коробки телефон, быстрая зарядка на 33 Вт, кабель для зарядки, инструкция и чехол. На телефон наклеена по мне довольно приличная защитная заводская пленка, сразу с места в карьер. Google сервисы уже на борту, но нужно переключиться на русский язык. Это делается двумя кликами, как и у всего от Vivo. По материалам и особенностям, пока вы наблюдаете его спеки и возможности, сразу расскажу. Рамка из пластика, динамик только один, никакого стерео здесь нет, мини-джек на борту, звук в проводных наушниках выводит, как и все Vivo, отличный, видео в режиме 4К 30 FPS пишет, звук стерео, вот вам пример видеосъемки. 4К 60 FPS, снимаю в Мурино, около какой-то совсем мрачной речки. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что несмотря на то, что здесь у нас стабилизация заявлена не прямо супер-мега крутая, но, как вы видите, стаб работает по мне отлично. Пример ночной съемки, 4К 30 FPS, абсолютная ночь, и на картинке все лучше выглядит, чем в жизни. Увеличиваю до X10, конечно же, шумы безумные, но что-то даже видно, и что-то даже телефон снимает. Мой вердикт, ночная съемка даже очень ничего, однозначно лучше, чем у Poco X3. Сейчас я сделаю фотографию, ее увидите. Мне очень понравилась его съемка, электронная стабилизация и съемка ночью. Экран 120 Гц, способен ловить ненужный нам 5G, Wi-Fi 6 серии, конечно же, процессор Snapdragon 765G, память не расширить, в прорезиненный слот помещается только 2 симки, и это эпичный фейл. Я брал версию 664, и, как вы понимаете, это довольно скромно. Много китайских ланчеров, которые нужно долго и упорно удалять, Google Play Market из упаковки, никаких проблем со стандартными программами у меня не было. Если что, можно скачать Play Market прямо с вивовской программы, если вдруг вы его снесете. Здесь это дело продумано. Разговорный динамик сбоку, IPS дисплей, русский шрифт по мне полная печаль, Ultra HD это тема, сканер лица отрабатывает супер, с закрытыми глазами он не работает. 4D вибрация в поддерживаемых играх просто завораживает. По камере есть боке, макро, стаб, все быстро. Плотность пикселей 402 ppi, NFC нет, прямо как серпом по одному месту, правда? Нет стерео, как я уже говорил в этот момент, даже меня перекашивает, когда я это вспоминаю. Пластиковая крышка — это, конечно, печаль. Но выглядит телефон при этом по мне очень классно. В продаже 4 цвета, какой выбрал я, вы сами видите. Загрузчик не разблокировать, и бенды есть не все. Хоть и ловит 4G, он везде и неплохо. Бенд 7 и бенд 20 у него отсутствуют. Также отсутствует магнитный датчик под умные чехлы. За полгода пожирает 500 мАч от номинальной емкости. Вот так проседает аккумулятор, что является довольно приличной просадкой. На 2 дня аккумулятора на 5000 мАч хватает мне лично за глаза. Заряжается телефон за 1 час 10 минут от 0 до 100% своей 33-ваттной зарядкой. Общее ощущение своих $220 однозначно стоит. Берем Poco X3 NFC. Вспоминаем, что Poco вышел на 2 месяца позже, чем Vivo. Дизайн. По мне, у Poco с этим огромные проблемы. Хотя я знаю людей, которые так не считают. Сходу плюсы у Poco есть ИК, ширик, работает NFC, есть возможность запихать дополнительные
дополнительную карту памяти и камера с большим количеством пикселей, но на работу это не влияет. Не дает он снимки и видео лучше, чем Vivo. По мне, по качеству видео и фото, Vivo однозначно выигрывает и в вечернее, и в ночное время, и в дневное. На этом плюсы данного телефона по мне заканчиваются. И дело здесь не в том, что Vivo слегка выигрывает по всем синтетическим тестам, а по попугаям Antutu совсем не слегка, а прилично. А о том, что по факту неважно, насколько быстрее Vivo, а он быстрее. Не имеет значения, насколько удобна у него оболочка, и хотя она шустрее и меньше глючит, заморочек в начале с ней намного больше. Неважно, что Vivo на 30% дольше разряжается при одинаковом использовании, можно не смотреть на то, что Vivo намного тоньше, что для меня является очень существенным плюсом. Не люблю я огромные телефоны, а Vivo огромным не назвать. И абсолютно без разницы, что Vivo легче. Комьюнити у Poco просто огромное. Poco максимально распространен, и продать его, пусть даже за меньшие деньги, будет намного проще, чем тот же Vivo. Расположение фронтальной камеры в обоих девайсах по мне желает лучшего, ну а 50 тысяч разницы в попугаях в Antutu, плавность работы и адекватный ценник оставим жителям Китая. К сожалению, цена аналогичных аппаратов Vivo в Российской Федерации просто зашкаливает за разумные грани, если не покупать на Али. Poco с такими же спеками выходит примерно на 10% дешевле. Хотя, повторяюсь, у Poco слабже процессор, хуже оптимизация, больше фризов и, по моим тестам, хуже камера. В этом сравнении просто не может быть победителя. Логично, что телефон с трудно выговариваемым названием точно не будет выбором для масс. Ну а если вы ищете себе игрового монстра без NFC, я бы однозначно взял этот Vivo. Во всех других случаях только Poco и только на распродаже. Кстати, новые Poco будут доступны по предзаказу, и у меня на него будет обзор и такой же стрим с полной прокруткой во всех тестах. Посмотреть цены на телефоны с сегодняшнего сравнения вы можете по ссылкам в прикрепленном комментарии. А увидеть, где продается новый Poco, этих мест уже несколько, можете в моем телеграм-канале для скидок по ссылке в описании к видео. Опять же, все телефоны без разницы каких брендов очень советую покупать по предзаказу. Почему? Потому что так дешевле, если уж вы решили. Хотя что угодно по предзаказу будет при любом раскладе потом допиливаться. Изначально вы всегда будете получать на руки сырой продукт. Резюмирую, Xiaomi-тов побеждают во многом, но только не в хайпе и востребованности. Они на этом поприще не только на территории бывшего СНГ рулят по полной. И с этим нужно смириться. Но иногда смотреть в сторону конкурентов, которые на других рынках их теснят, полезно. Нужно понимать, чего мы лишаемся и что в скором будущем начнет экспансию на наш рынок. Следующий обзор будет на беспроводные наушники Phil CC2, возможно, на новую игрушку от Xiaomi Jeep. Приходите на стрим в воскресенье, подписывайтесь с колоколом, пишите у кого какие вопросы в комментариях, все читаю, как и раньше. Спасибо за просмотр, девайс сюда, добра и удачи вам, друзья. Пример съемки в 4К 30 FPS, вот так примерно я буду снимать на телефон Vivo свои обзоры. Я попытаюсь пару обзоров снять на него и расскажу вам о своих ощущениях и впечатлениях. Мне очень нравится, как его камера отрабатывает. Опять же, решать всегда вам, но мне снимать ролики на гаджеты. Всем добра!